Привет, друзья! Я тут подумал и решил начать очередную вкусную неделю на канале Cooking Time, которая будет посвящена тартам, паям, кишам, пирогам, в общем, всему этому вкусному в форме. Так вот, я решил начинать эту неделю не с понедельника, а с выходных. Ну, потому как никак не могу вас оставить в эти выходные без этого простого, но очень вкусного яблочного пирога с оригинальной подачей. Вот прям обязательно надо делать сегодня или завтра, вот только видео посмотрите и бегом на кухню, потому что, это очень вкусно и, как всегда, очень просто. Поехали! Первым делом необходимо заняться тестом. Конечно, его можно и купить, использовать магазинное, и дома приготовить его совсем несложно. В какую-нибудь большую чашу, миску просеиваем муку, добавляем сахар, немного соли и хорошенько перемешиваем с помощью венчика. Надеваем на руки перчатки, добавляем к сухим ингредиентам кубики холодного сливочного масла. Чем кубики меньше, тем лучше. Масло, в принципе, вообще можно натереть на терке. Для этого сначала поместите его в морозилку минут на 30, и потом тыц-тыц-пыц на терочке и туда. Но мне нравится больше кубиками, терку потом мыть неохота. И теперь все это необходимо перетереть в крошку. Тщательно пальчиками, развивая мелкую моторику, работаем, перетираем все в такую равномерную, рассыпчатую крошку. Затем добавляем очень холодную воду, вот прям почти ледяную, и замешиваем тесто. Все это происходит очень быстро. Тесто сразу делим на две примерно равные части, каждую собираем в шар, помещаем на пленку, расплющиваем в такую небольшую лепеху, чтобы тесто быстрее дошло в холодильнике. И отправляем в холодильник минут на 40-60. Можно приготовить тесто заранее, оставить в холодильнике на ночь. Можно вообще держать его в холодильнике до 3 дней. Дольше не советую, качество теста будет ухудшаться с каждым днем. Когда тесто в холодильнике отдохнет, присыпаем столешницу мукой. Помещаем лепеху теста, также ее хорошенько мукой присыпаем. Скалку тоже мукой присыпаем. В общем, все присыпаем. И раскатываем тесто в тонкий пласт толщиной где-то 4 мм. Перекладываем тесто на форму, хорошенько прокладывая дно, бортики. Излишки подрезаем, оставляем тесто так, чтобы оно выходило немного за края. Пока ставим форму в холодильник и занимаемся начинкой. Духовку предварительно разогреваем до 220 градусов. Необходимо добыть лимонный сок из лимона, само собой. В начинке главное яблоки. А это ведь яблочный. Сорт можете брать любой. Я люблю покислее и потверже, чтобы они не превращались там в кашу внутри пирога. Можно вообще в одном пироге соединить яблоки разных сортов. Удаляем сердцевину, чистим от кожицы. Это, кстати, тоже не обязательно. Просто в традиционном рецепте, и чтобы начинка получилась нежнее, кожицу лучше снять. А так, не хотите, не снимайте. Я нарезаю яблоки дольками, такой средней толщины, не сильно тонкими, не сильно толстыми, чтобы, опять же, они и в кашу не превратились, и в то же время проготовились. Яблоки нарезать лучше частями и каждую часть сбрызгивать лимонным соком, чтобы они не потемнели. Порезав все яблоки, перемешав их хорошо с лимонным соком, готовим смесь из муки, сахара и корицы. Все это соединяем вместе и хорошо перемешиваем. Высыпаем эту смесь на яблоки, лучше частями, и вот так вот хорошенько во всем этом яблоки обваливаем. Все, начинка готова. По большому счету, вы, конечно, можете добавить какие-то другие специи, пряности, можно экспериментировать и здесь. Выкладываем начинку в форму, на тесто. Также лучше делать это частями, равномерно яблоки распределяя, так, чтобы не было каких-то больших пробелов. В форму яблоки должны поместиться такой небольшой горкой, потому что в процессе выпекания они немного осядут. И теперь берем вторую лепеху, раскатываем ее точно таким же образом, как и первую. В середине делаем дырочку, которая поможет выходить воздуху из пирога, когда все это там будет томиться и подкипать. Выкладываем тесто на форму сверху. Да, лучше края теста, которая уже в форме, смажьте небольшим количеством холодной воды, а потом помещайте тесто. Также подрезаем. Диаметр этого слоя должен быть чуть больше, чем слоя основы. Подворачиваем краюшки под тесто основы. Вот так вот хорошенечко прищипываем, можно сделать это вилкой. Можно оставить вот так, уже получается какой-то такой орнамент. А можно сделать такой традиционный орнамент пальчиками тыц-пыц, тыц-пыц по всей окружности. И готово. Делаем дополнительные надрезы, вот так по окружности, словно лучи солнышка от той уже имеющейся дырочки. Для того, чтобы корочка у пирога получилась еще более хрустящей, румяной, красивой, можно дополнительно смазать ее сливками.
И немного присыпать сахаром. И корицей. Можно смешать сахар с корицей вместе и присыпать вместе. В общем, здесь опять же возможны варианты. Все, отправляем форму в духовку, разогретую уже до 220 градусов. Ставим на самый нижний уровень, чтобы пирог хорошенько подпекся снизу. На этой температуре выпекаем минут 20. Затем температуру уменьшаем до 190 градусов и выпекаем еще минут 40-50. Все зависит от глубины формы, от сорта яблок. Тесто должно подрумяниться, а сквозь вот эти вот дырочки, лучики должен начать выделяться сироп. Яблоки должны там хорошо протомиться, и сироп должен начать кипеть. Можно было бы сказать готово, но пирогу нужно дать постоять, отстояться, чтобы там начинка подсхватилась. Вообще рекомендуют дать постоять ему часа 4. Ну, покажите мне того героя, который будет ждать 4 часа. Этот пирог нужно есть еще в теплом виде, друзья. В любом случае, немного даем ему схватиться и остыть, а пока подготовим то, с чем будем его подавать. Этому способу меня научили мои канадские друзья. Вкуснее всего этот пирог подавать с шариком ванильного мороженого, сыром чеддер и поджаренным беконом, хрустящими кусочками поджаренного бекона. Мы пойдем чуть дальше и сделаем этот вариант немного изысканнее. Сыр чеддер превратим в тонкие ажурные чипсы. Застилаем противень бумагой для выпечки, натираем сыр на терке, равномерно распределяем так, чтобы не было больших дырок между натертым сыром, и отправляем в духовку, разогретую до 400 градусов. Минут 6, максимум 8 он должен подрумяниться, начать так подкипать. Достаем, даем секунд 20-30 остыть. Затем сыр можно нарезать, такими треугольничками, например, или кружками, квадратиками, в общем, нарезаем так, как вам больше нравится. И выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитать излишки масла. Все, даем полностью остыть, и в результате получаем хрустящие, ажурные сырные чипсы. Чипсы просто нереально прекрасные получаются. Хрустящие. Вкусные, сырные. И вы понимаете, что их можно использовать не только в этом рецепте, а дополнять ими супы, салаты. В общем, штука универсальная. Обалдеть. И теперь остается поджарить бекон. Начинать бекон нужно жарить на холодной сковороде. Прямо его на холодную сковородку помещаем, затем включаем средний огонь. И вот вся задача вытопить из бекона жир, периодически его переворачивая, он вместе с тем поджаривается и становится хрустящим. Поджаренный бекон также выкладываем на бумажное полотенце, опять же, чтобы впитать лишний жир. И готово. После того, как пирог в форме хорошенько схватится, его в принципе из формы можно вытащить. Можно подавать и в форме, это тоже красиво, а можно без формы, чтобы было видно его красивые румяные бортики. Отрезаем кусочек пирога, сверху помещаем шарик ванильного мороженого, сырную чипсину, посыпаем все это хрустящим беконом. Вот реально простая традиционная выпечка превратилась в изысканный десерт. Красота же! Слушайте, а запахи здесь просто сумасшедшие. Здесь и яблоки с корицей, и бекон чувствуется, и сыр. У меня уже слюни текут. Где вилка? Так, сначала попробую сам пирог. Идеально. Настолько же идеально, насколько просто. Хрустящая основа, яблоки нежные, слегка похрустывают. Вот мне вот так нравится, когда они не доведены до такого кашеобразного состояния. Соус такой все это обволакивает. А теперь давайте вот и с беконом, и с мороженым, и с сыром. Сыр можно, наверное, было поломать, а не таким красивым куском. Сейчас я сюда себе его. Теперь полный комплект. Это бомба. Это реально просто вообще нереально. Это очень вкусно. И бекон, вот казалось бы, бекон, ванильное мороженое, яблоки. О чем вообще это все? Это так идеально сочетается. И сыр, вот он, мне кажется, прям вот тем связующим звеном здесь является. Слушайте, это просто надо. Это просто...
Вот это чипсина. Бомбезно, вообще все бомбезно. Это очень вкусно, правда. Для того, чтобы убедиться, нужно попробовать. Как вы видели, готовить совсем несложно. Срочно нужно пробовать и делать всем. Конечно, спасибо огромное моим канадским друзьям за открытие новых неожиданных вкусовых сочетаний. Hi Nick, hi Ellie, thank you for sharing your way to eat this delicious apple pie. Thank you so much. It's unbelievable. Все подробные рецепты, как всегда, можно найти в блоге. Все ссылочки всегда в описании под видео. Там же всегда можно найти список всех ингредиентов. Не забывайте ставить лайки. Они помогают выходить видео чаще на этом канале. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. И рекомендуйте видео и канал своим друзьям. А еще обязательно постите то, что готовите по моим рецептам в Инстаграме, отмечайте меня, с удовольствием посмотрю, что у вас получилось. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока. Вот пока ставим форму. It's unbelievable. Тонкий азур. Привет, друзья. Все выбираются завтракать, птички поют, мы бежим. Вот такая устрица, которую нужно жевать. Обитает большая белая акула. Белая акула. Сегодня вкусно, но Не прям отпадно. на Кейп-Коде прям милейшие домики. Город Тусовка. Вкусно как. А это какие-то моллюски. Расслабленным почти деревенским отдыхом.